После целого вала видеороликов с обращениями матерей мобилизованных россиян, которые жаловались на нечеловеческое обращение со своими детьми, на то, что их без подготовки бросают на убой, на то, что их кидают и обманывают офицеры, в Кремле решили, что на этот информационный вал нужно как-то отреагировать, и устроили Путину встречу с так называемыми матерями российских военных. Почему с так называемыми? Потому что матери, конечно же, оказались подставными. Журналисты сразу же идентифицировали женщин, с которыми общался Путин, и оказалось, что все это какие-то депутатки и чиновницы. Одна из них даже недавно выступала на митинге в Москве в поддержку войны и захвата Украины. Впрочем, и без расследования было понятно, что на видео какой-то подвох, потому что в кадре женщины, якобы потерявшие своих сыновей на войне, радостно смеялись и улыбались. Ну а поскольку солдатские матери оказались подставными, то и Путину можно было особенно не подбирать слова и нести откровенную околесицу. Бессмертные. Мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там, или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Какая такая цель достигнута у человека, погибшего молодым на бессмысленной войне непонятно за что, Путин не поясняет. Зато хорошо понятно, как Путин видит жизнь в России. По мнению спятившего маразматика, альтернатив у россиян в жизни, в общем-то, не так уж и много. То ли спиться и умереть от водки, то ли погибнуть на войне. О том, что можно, к примеру, прожить долгую счастливую жизнь, создать что-нибудь полезное, запомниться людям какими-нибудь великими делами, ну или на худой конец хотя бы просто вырастить детей, внуков, правнуков, как это происходит вообще в нормальных цивилизованных странах, да, как там живут, Путин даже не упоминает. Вот в России, по его мнению, вообще даже нет такой опции. То есть вы просто вдумайтесь в то, что происходит. Они организуют постановочную встречу с подставными людьми. То есть понятно, что работает целая команда над организацией этого шоу. Там какие-то режиссеры, постановщики, сценаристы, спичрайтеры. Пишут для Путина речь. То есть они могут ему вложить какую угодно мысль. Они могут ему подсказать любую идею. Но все, на что способна вот эта пропагандистская машина в миллиарды долларов, это просто родить мысль о том, что да, в России все равно полнейшая беспросветность, никакого будущего ни у кого нет, все равно все спиваются, и по сравнению с такой жизнью, в общем-то, гибель на войне это не так уж и плохо, надо радоваться, что хотя бы так. Понимаете? Ну и неудивительно, что, конечно же, эту дешевую постановку, этот маразм тут же раскусили, это все увидели реальные вот эти солдатские матери, которые ранее обращались к Путину. И они, конечно, были не слабо шокированы и стали записывать теперь уже новые обращения с вопросом, а что это вообще было? И почему Путин так и не нашел время, чтобы встретиться с ними, то есть с реальными солдатскими матерями. Матерями военнослужащих. И у нас возник вопрос. Мы здесь уже несколько дней находимся, официально везде требуем, ходим, пытаемся всячески как-то с властью выйти на диалог, и нас как будто не... У нас есть обращение. И тут я узнаю, что Владимир Владимирович Путин назначает встречу с матерями. У меня вопрос. А кто эти матери? Это, как правило, опять жены генералов, депутатов. А у этих жен пропали дети на СВО? У этих жен погибли там дети? Вы серьезно думаете, что мы вот это так все схаваем? Мы вот так это все проглотим? То есть мы ездим за свои деньги в ваше государство в государстве, в Москву. И я сейчас просто в недоумении.
И я требую от количества родителей в чатах, а это тысячи и тысячи и тысячи уже человек. Я требую встречи с нами, родителями. Мы-то найдем для вас время. Вы поверьте. Но встречаться с женами генералов... Я не жена депутата, я не жена генерала. Я мать, российская мать, которая вырастила сына до 19 лет, проводила его в армию и 8 месяцев еще. Да, мой сын не ваш кум, он не Медведчук. Но это мой сын, которого вырастила я. Я требую, чтобы возвращали наших российских солдат. Да, странно. Почему-то Медведчука Путин не оставил и обменял. Не стал нести околесицу про то, что Медведчук все равно рано или поздно покинет этот мир, поэтому менять его нет никакого смысла. Не, Медведчука он поменял на командиров Азова. Своих солдат не поменял, бросил, они так и сидят, а Медведчука поменял. Потому что на простых россиян, на рядовых солдат Путину, конечно же, плевать. И положить он их готов вообще сколько угодно, потому что в его понимании они все равно сопьются, там как-нибудь умрут какой-то бессмысленной смертью, а так они хоть медальку получат. То есть Путин, вот реально, это его логика, они все это выдают в эфир, это все мы видим. Видно, как они воспринимают свой же собственный народ. Я не говорю даже про остальные. Вот у него к своему же народу такое отношение. Поэтому солдатским матерям уже недостаточно там в России записывать какие-то видео и жаловаться. Им надо переходить к более активным действиям. Иначе Путин не остановится и положит еще безграничное число своих же сограждан. Поделитесь этим видео. Вот эту мысль важно доносить. Важно доносить в том числе и до россиян. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.